Всем привет, друзья! С вами Инвестицин, и сегодня я расскажу про гиганта промышленности США, компанию 3M. Компания 3M занимается производством товаров народного потребления, промышленного оборудования, средств индивидуальной защиты и многим-многим другим. Это очень диверсифицированный бизнес. У него есть 4 основных направления. Первое направление – это здравоохранение. В этом направлении компания занимается разработкой средств индивидуальной защиты, респираторов, масок, различного медицинского оборудования и так далее. Второе направление – это промышленность и безопасность рабочих. То есть это различные каски, сварочное оборудование, различные герметики, то есть все, что нужно для промышленного производства. Третье направление – это Transportation and Electronics. То есть это все, что связано с ремонтом автомобилей, с автозапчастями, с различными маслами, резинами. То есть компания больше 3M специализируется на производстве различных материалов, то есть материаловедение. Ну и четвертый сегмент, который, собственно, ориентирован на потребителя, это товары народного потребления, тоже различные лаки, краски, герметики, изоляционные ленты. Наверняка вы использовали скотч тремовский, там клейкие ленты различные. То есть тоже значительно долю выручки составляет этот сегмент бизнеса. То есть, как видите, компания очень диверсифицированная. То есть, если даже посмотреть по каждому из этих сегментов, то тут будет еще и коммерческая реклама, и творчество, и потребительские медицинские продукты. То есть, очень-очень много всего. Компания обладает более 5 сотен патентов уникальных на изобретение. Существует она уже более 120 лет. То есть с огромным опытом, с огромным портфолио продукции, более 500 наименований различных товаров. Сейчас мы проанализируем фундаментальное финансовое состояние компании и начнем мы, пожалуй, с анализа ее финансовых потоков. Как видим, выручка за последние 10 лет увеличилась где-то процентов на 30, то есть она увеличивалась постепенно, были некоторые просадки, прибыль тоже, в принципе, растет. Но если мы посмотрим прибыль на акцию без единовременных статей, то тут рост, конечно, намного более существенен, то есть за последние 10 лет почти в 2 раза, более чем в 2 раза. Это связано с тем, что компания проводит активно обратный выкуп акций. То есть количество акций в обращении уменьшается. Это очень хороший знак. Значит, посмотрим, что с балансом компании. Тут все тоже весьма неплохо. Компания, начиная с 2013 года, увеличивает свою долговую нагрузку. В 2020 году она ее еще увеличила. Но стоит отметить, что 2020 год для компании стал очень позитивным. То есть компания не только не потеряла, но и выиграла. Именно из-за того, что медицинское направление дало очень хороший прирост, потому что все носили маски, респираторы, то есть у компании там был космический просто прирост, и за счет этого ну, компания абсолютно комфортно себя чувствовала весь 2020 год. Ну и долговая нагрузка была увеличена, да, существенно вот еще с 2018 года для покупки новых компаний. То есть процентные ставки низкие, почему бы деньги не привлекать. Кредитный рейтинг у 3М 2А, то есть практически наивысший. Также стоит отметить, что 3M – это дивидендная компания, которая является аристократом дивидендным. Более 100 лет платит дивиденды и 68 лет подряд дивиденды увеличивает. За последние 10 лет дивиденды выросли более чем в 2 раза. Как видите, они растут каждый год и растут довольно существенно, в среднем на 7% в год. Очень интересный момент, то что у компании 3M высокая операционная маржа, то есть в среднем она порядка 20%, то есть иногда бывает 23%, иногда 17%, но для промышленности это очень высокий показатель, так как в среднем по сектору этот показатель в районе 5%. Но, как видим, в 2018-2019 году была просадка, связанная с тем, что, как я уже говорил, компания занималась активно инвестициями и покупкой новых бизнесов.
но сейчас опять идет восстановление операционной маржи. По свободному денежному потоку, я считаю, это самый главный показатель при оценке таких компаний диверсифицированных. Тут все, в принципе, тоже шикарно. Вырос более чем в 2 раза за 10 лет. Рост идет, все прекрасно. Значит, что касается стоимостных мультипликаторов. PS, PE находятся на абсолютно комфортных значениях, средних за последние 10 лет. То есть с учетом того, что компания ожидает очень неплохой рост, мультипликаторы тут вполне себе хорошие. Значит, также можно отметить положительный фактор, что мультипликатор ПБ, коэффициент цена к балансовой стоимости, самый низкий за последние 5 лет. То есть это говорит о том, что покупки, которые компания совершала, они в цену как бы акции особо не закладываются рынком. Хотя напрасно. Об этом я расскажу попозже. Почему напрасно. По динамике изменения ПЕ, в принципе, ПЕ подрастает, ну, как бы все абсолютно по стоимостным показателям хорошо у компании. Хорошо, давайте посмотрим на показатели эффективности использования капитала. Как видим, компания снизила издержки, связанные с использованием капитала, с обслуживанием оборудования, да, то есть сократила количество сотрудников, провела оптимизацию, и теперь расходы у компании снизились в 2020 году, в то время как эффективность инвестиций немножко подросла. Что касается будущих прогнозов компании, хочу отметить, что компания в большинстве случаев свои прогнозы опережает. То есть она не обещает золотые горы, а потом не выполняет, и наоборот, дает умеренные прогнозы, и, как правило, они сбываются в лучшую сторону. И, как видим, прогнозы здесь идут достаточно неплохие, то есть ожидается рост прибыли на акцию порядка 10% год к году, точно так же ожидается рост и дивидендов. То есть сейчас это $5,7, в следующем году планируется где-то $6,12 на одну акцию. С учетом того, что компания регулярно проводит байбеки, обратный выкуп акций, получаем очень хорошую доходность. То есть у нас 3% дивиденды, значит, байбек плюс рост стоимости, рост прибыли, да, получим около 15% роста в год. При том, что компания очень стабильная, то есть даже в 2009 году она была прибыльная, в убытки не зашла, в 2020, то есть сама стабильность. Мне кажется, это идеальный вариант для консервативных инвесторов. Хорошо, давайте посмотрим, какие планы у компании на следующие 5 лет, как она планирует развиваться. Для этого мы откроем вот этот слайд, где компания говорит о приоритетных направлениях развития. И вот тут вот самое интересное. Значит, в 2018-2019 году компания активно инвестировала вот в эти два сегмента. То есть это электромобили, это зеленая энергетика, то есть материалы для производства солнечных панелей. Ну и, конечно, это фильтрация воды, тут респираторы и многое-многое другое, биофармацевтика. То есть все эти направления, они являются на сегодняшний день чрезвычайно перспективными и, собственно, формируют точки роста компании на будущее. Именно поэтому инвесторша Кэти Вуд приобретала 3М не так давно в свои инвестиционные портфели. И дальше, если мы посмотрим планы по зеленой трансформации, то тоже все очень амбициозно. То есть сокращение на 50% карбонных выбросов, да, то есть это говорит о том, что компания сможет получать субсидии государственные на это все дело. То есть никаких проблем с зеленой энергетикой, с переходом на альтернативные источники энергии у компании нет. Значит, что касается перспектив общих компаний. Я считаю, что на ближайшие 5 лет у компании будет рост, потому что последние несколько лет, да, был спад промышленного производства, был некоторые проблемы в реальном секторе экономики, но сейчас в связи с инфраструктурными проектами Байдена, в связи с, в принципе, новый экономический цикл, такие как компании, как 3М, будут от этого выигрывать.
Что касается факторов риска, да, безусловно, они есть. Это повышение ключевой ставки, ФРС, но я считаю, что сильно на бизнесе это не скажется, так как долги у нее в основном долгосрочные, а в будущем компания не планирует увеличивать долг. Что касается повышения налогов и инфляции. Инфляция, в принципе, 3М на руку, то есть повышаются цены на продукцию, то есть, в принципе, инфляция максимум, что вот во втором полугодии 2021 года могут быть какие-то проблемы. Так, никаких серьезных проблем это не вызовет. Повышение налогов, в принципе, тоже для компании 3М, ну, возможно, окажет какое-то негативное влияние, но оно несущественно. В цене акции это уже заложено. Полагаю, что самой лучшей ценой на эту акцию была бы цена где-то в $187, но в принципе сейчас компания находится, на мой взгляд, в недооценке. То есть спокойно она может в ближайший там, год до 240, 240, 270 это ее справедливая цена на текущий момент. Кому вообще подходит эта акция? В первую очередь консервативным долгосрочным инвесторам по дивидендной стратегии. То есть эту компанию можно купил и забыл. Она низковолатильная, то есть коэффициент волатильности у нее 0,6. Ну, как бы не нужно за нее беспокоиться особо. Управляется она эффективно, бизнес чрезвычайно диверсифицирован, устойчив, поэтому получайте себе дивиденды, рост там 10% в год и, собственно, такой актив, как квазиоблигация, можно сказать так. В общем, я надеюсь, что вам мой обзор понравился. Если вы хотите получить информацию по данной компании в развернутом виде, все аналитические отчеты, переходите ко мне в телеграм-канал и смотрите, я там все выкладываю. Ну а я же с вами прощаюсь, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.